Всем привет! Прилетел мне внезапный заказ на небольшую панель с каретной стяжкой. Будет использоваться она в дальнейшем в качестве сидения в прихожей. Заказ весьма внезапный и срочный, отдавать панельку надо было на следующий день, но у меня как раз получалось окошко по времени, ждал пока высохнет клей в другом изделии, и к тому же все материалы у меня были в наличии и под рукой. Работа по прикидкам должна занять примерно 4-5 часов, поэтому я практически сразу приступил к работе. В качестве основания я использовал фанеру 12 мм, так как панелька будет лежать уже на готовом основании, этого вполне достаточно. Разметку удобнее всего делать по шаблону, но в моем случае мне было проще оттолкнуться от зазоров по краям. Я выбрал примерно 50 мм и дальше уже расчертил нужное количество ромбов в 2 ряда. Линии расчерчиваются с шагом в половину ширины и в половину высоты ромбов. У меня получился шаг в 78 по горизонтали и 125 по вертикали, что формирует ромб примерно 155 на 250 мм. Теперь берем сверлышко на 6 мм и делаем отверстие под утяжки. Размер отверстия я выбираю таким образом, чтобы ушко пуговицы утапливалось в отверстие с учетом небольшого запаса по ткани. В этом случае пуговица будет четко зафиксирована в своей позиции. Отверстие обязательно зинкую с обоих сторон и слегка шлифую. Натяжение нити будет весьма приличное, и об острые углы она может оборваться. Зинковка позволяет избежать этой неприятности. Технически можно было подложить снизу при сверлении деревяшку, чтобы не вырывало материал снизу, но это все закроется технической тканью, и все некрасивые элементы видно никогда не будет. По периметру панели с нижней стороны я снимаю фаску. Именно снизу, так как ткань об острые углы также может перетереться со временем, несмотря на то, что там будет слой поролона. Да и в целом ткань и поролон потом ложится немного аккуратнее. Все углы лучше также немного скруглить. Для меня это проще сделать наждачной бумагой вручную. Вообще, даже самые простые и скрытые вещи предпочитаю делать как можно аккуратнее. Дьявол, он кроется в деталях. Мне очень нравится использовать в качестве профиля периметра изделия плотный вспененный полиэтилен цилиндрической формы. Это Велотерм. Он стоит совсем недорого, но более плотный и держит форму лучше, чем поролон. С ним формируется четкий профиль края изделия. В данном случае я использую четвертинку, режу я его на ленточной пиле. Один из очень часто задаваемых вопросов, чем клеить поролон и другие вспененные материалы. На самом деле ответ очень прост и банален – мебельным клеем. Понятие весьма абстрактное, но в целом это семейство контактных полимерных клеев. Самый доступный представитель – это 808 клей, выпускается фирмой Рогнеда. Часто он так и называется – поролоновый. Также недавно я опробовал клей от Хинтавра Syntex, очень понравился. До этого работал с клеем Velbond, тоже хороший, очень похож на Syntex, но слегка гуще. Также использовал клей фирмы Tepicer. Дороговат, а по качеству склейки отличается только тем, что желательно двустороннее нанесение. Но все эти клея достаточно надежные и уверенно справляются с задачей. Для данного изделия я использую поролон повышенной жесткости EL2540. Для не сильно нагруженных изделий он вполне подходит, а достаточно высокая жесткость уверенно держит каретную стяжку. Чтобы не мучиться с разными толщинами, я наклеиваю слоями поролон толщиной 20 мм, у меня как раз ушел целый лист. А внешний третий слой уже оборачиваю вокруг профиля и срезаю свесы за подлицо с краем изделия. От аккуратности формовки поролона зависит очень многое. Что-то, конечно, можно спрятать натяжением ткани, но любые неточности могут быть видны, особенно на тонких тканях. Самое сложное – это оформление углов. В данном случае я вырезаю угол, оставляя запас в половину толщины поролона и склеиваю торцы между собой. Все лишнее очень удобно срезать, используя основание панели в качестве направляющей для ножа. Так как попадаются участки с клеем, нож лучше уверенно смазать силиконовой смазкой или WD-40, либо использовать минеральное масло для швейных машин, они легко вымываются с тканей, но чаще всего вообще никаких следов не оставляют. Теперь надо перенести отверстие на поролон. Для этого можно использовать любую прямую палочку, длинное сверло, толстую иглу или спицу. Я использую палочки для суши, очень удобная штука и по диаметру как раз около 6 мм. Отверстие в поролоне делается трубчатым тонкостенным сверлом, цифенбором. Он у меня самодельный, сделан из джокерной трубы с использованием бура 6 мм в качестве центральной направляющей. У меня на канале есть отдельное видео о том, как изготовить такой.
Для обивки я буду использовать ткань серии Vittorio от VIP Textile. Ткань плотная и толстая, но достаточно уверенно тянется, очень хорошо подходит для каретной стяжки. Обычно ткань выкладывают тянущейся стороной вдоль высоты ромба. При разметке ткани делаются припуски на складке. Вычисление этих припусков достаточно сложная тема, существуют разные способы и формулы. Самый надежный – это сделать пробную укладку ромба по ощущениям, добиться аккуратного рисунка и снять размеры полученных точек. Множество факторов влияет на величину припуска. Степень растяжения ткани, жесткость поролона, размер ромба, размер пуговиц и отверстий в поролоне под них. И именно поэтому возникает множество споров по расчетам, и у каждого своя правда. Я сделал пробную выкладку за кадром и получил припуск примерно 4,5 см по вертикали и 5,5 по горизонтали. Пуговицы можно приобрести готовые, но это крайне накладно, поэтому я давно уже обзавелся прессом и пресс-формами для разных размеров пуговиц. Заготовки для пуговиц стоят очень недорого, а на пуговицы подходят любые обрезки ткани. Шнуры для утяжки я использую толщиной 1 мм. Также можно использовать капроновые толстые нитки или самый доступный вариант – полипропиленовый шпагат. Затягиваем пуговицы по разметке на ткани, тянем до основания пуговицу и фиксируем веревку с помощью степлера. Работа не хитрая, главное задавать направление складок ткани. Панели в каретной стяжке вообще не самые сложные изделия, за исключением, пожалуй, только сложных геометрических форм и габаритов. Но в моем случае размеры панели небольшие, а форма самая банальная, поэтому проблем никаких не возникало. Работа почти медитативная, и под бодрую музыку я справился с укладкой за часок. Для меня самое сложное – это уложить края ткани. Неровный край очень бросается в глаза, поэтому тут надо уделить особое внимание. Для равномерного распределения ткани, используя ранее нанесенную разметку, я фиксирую сначала центры между пуговицами, а лишнюю ткань уже распределяю в складку. Все складки веду к центру, а вдоль глубины сидения – вниз. Углы можно оформить разными способами. В моем случае нужно было обеспечить минимальное увеличение толщины, поэтому я распределил лишнюю ткань в две складки и увел их натяжением немного дальше от угла. В результате получились две аккуратные небольшие складочки, такие же по толщине, как и остальные. Осталось только зашить дно технической тканью, ну и немного поравнять линии складок, а также почистить после работы и причесать ворс ткани. Вуаля! Наша панелька готова, работа заняла как раз часа 4. Оценивайте результат моих трудов в комментариях, надеюсь, вам было интересно и познавательно. До новых встреч!